Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решил приготовить очень интересный, замечательный, вкусный уральский пирог. Начинка у нас будет состоять из щуки. Ну, не совсем щука, это щурята, но все увидите. И хочу еще приготовить этот пирог с двойной начинкой. Одна половина будет сделана с рисом, вторая с картофелем. А для приготовления сегодняшнего блюда нам понадобится 500 грамм пшеничной высшего сорта муки, 200 миллилитров теплого молока, 10 грамм сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка соли, растительное масло, 1 куриное яйцо, 40 грамм сливочного масла, репчатый лук, картофель, рис, я уже предварительно его отварил, ну и конечно же королева бала, щурята. Я их уже тоже почистил. Приступим к приготовлению теста. В теплое молоко отправляем столовую ложку сахара. Отправляем 10 грамм сухих дрожжей. Так, хорошо перемешаем. Добавляем 2 ложки муки. И все хорошо перемешиваем. Необходимо, чтобы растворился сахар, разбить все комочки муки. Это будет наша будущая опара. Ее необходимо сейчас поставить в теплое место минут на 15-20. Берем посуду, в которой будем замешивать наше тесто. Отправляем сюда 40 грамм растительного масла. Я его немножечко подтаял. Отправляем 1 куриное яйцо. Перемешаем. И отправляем нашу опару. Посмотрите, какая шапка получилась. Хорошо дрожжи заработали. Все еще раз перемешаем. И уже будем постепенно добавлять муку. Муку, друзья, обязательно просеивайте. Добавлять будем небольшими порциями постепенно. И замешиваем. Добавляем следующую партию муки. И вот так вот немножко, где-то 2-3 столовые ложки муки оставляем для подпыла. Ну и конечно же, чтобы наше тесто первоначально, когда мы будем его ставить на расстойку, не было забито сильно мукой. Когда тесто будет более пышное, очень будет хорошо подниматься. Вот, в принципе, убираем ложку и переходим к замесу руками.
Так, в данный момент необходимо добавить 1 чайную ложку соли. Все, и продолжаем замешивать. На данном этапе добавляем 1 столовую ложку растительного масла. И теперь все хорошо, тщательно замешиваем. Мешать будем минут 5. Тесто должно быть хорошо вымешано, чтобы все растительное масло также было вмешано в наше тесто. Я бы, конечно, мог воспользоваться и своим незаменимым помощником, планетарным миксером, но мы ведь, друзья, готовим уральский пирог по-деревенски, а здесь он требует руки. Да и вам показать, как делается. Очень вкусное, пышное, замечательное тесто, ведь не у каждого есть помощники. Все, вот посмотрите, какое получается тесто. Мукой совершенно не забито, слегка чуть-чуть оно липнет, но это и хорошо. Все, делаем колобок, накрываем пленкой, либо полотенцем и убираем на 1 час в теплое место. Пока растаивается тесто, подготовим начинку. Берем лук, лука понадобится много. И нарезаю я его полукольцами. Убираем голову, убираем хвост. Вот столько у нас получилось заготовки из щуки. Теперь необходимо это все посолить. Я буду добавлять крупную морскую соль. Она более лучше идет к рыбе. Вот так вот одну небольшую щепотку. Поперчить. Вот и вся приправа. А что вы хотели? Раньше не было никаких таких разнообразия специй, приправ, как сейчас это можно встретить в любом магазине. Все хорошо перемешали и оставим немножко просолиться, помариноваться. Прошел 1 час, вот так вот у нас поднялось тесто. Теперь припыляем рабочую поверхность и выкладываем тесто. Вот такое вот замечательное получилось тесто, друзья. Теперь необходимо его разделить на 2 части. Но делить будем не ровно на 2,
а одна будет побольше. Это у нас будет низ пирога. И, соответственно, которая поменьше часть, это у нас будет верх. Которая поменьше, убираем пока в кулек, чтобы не заветрилось. Ну а большую часть мы будем раскатывать пласт. Примерно должен быть больше, чем размер противня. На дно я выстилаю бумагу для выпекания. И отправляем на нее полученное тесто. Все, и хорошо распределяем. Так вот получилось. Края мы обрежем лишнее, пока оставлю. Вот так вот накрываем полотенцем и оставляем минут на 15-20, чтобы дно пирога у нас тоже немножко подошло, расстоялось. Прошло 20 минут. Убираем полотенце. Смотрите, что я сейчас делаю. Необходимо немножко нижний слой смазать растительным маслом. Выкладываем на половину пирога рис. Рис лучше всего берите круглозерный. Рис я отваривал в подсоленной воде, поэтому мы его солить дополнительно не будем. Все хорошо распределим на пол пирога. И следующим слоем будем выкладывать картофель. Картофель порежем тоненькими дольками, чтобы он лучше у нас пропекся. Потому что в этом пироге самое долгое будет готовиться это картофель. Рис у нас готов, рыба готовится быстро тоже. И выкладываем картофель на вторую половину будущего пирога. Картофель немножко присолим. Присаливайте по вкусу. И уже полностью поверх всей начинки добавим молотый перец. Перец также добавляйте по вкусу. Следующим слоем у
нас идет лук. Луку не жалейте, как я уже говорил. Он придаст аромат, вкус и сочность нашему блюду. Ну, смотрите, большую часть лука необходимо будет оставить на второй слой, который мы будем уже покрывать рыбу. Все, убираем пока в сторонку лук и переходим к раскладыванию рыбы. Если вы будете готовить из большой щуки, то ее можно будет разделить на филе, отделить хребет, по возможности убрать косточки и большим куском также положить его в пирог. Ну, в принципе, вот так получается. Далее опять все это покрываем слоем лука. Здесь добавляем лук побольше, как я сказал уже, чтобы он пропитал наше все блюдо сверху донизу. Кто лук особо не любит, можете меньше, конечно, положить. Но я предпочитаю, чтобы было побольше. Тем более он во время готовки сделается вкусненьким, сладеньким. Ну и в принципе, когда будете кушать, я покажу, как этот пирог едят. Его можно будет немножко сдвинуть в сторонку, чтобы он не мешал вам. Вот так берем, спасибо. И будем раскатывать верхний слой нашего теста. Убираем пока пирог чуть-чуть в сторонку. Будем раскатывать верхний слой. Так, припылим поверхность. Переносим подготовленный кусок теста в скалочку и накрываем. Накрываем и защипываем. Лишнее тесто срезаем. Подкручиваю и убираю в серединку, прижимая. Все, пирог сформировали. Теперь накроем его полотенцем и также дадим постоять минут 10-15. Прошло 10 минут. Я сделал вот такое вот небольшое украшение. Далее, что необходимо? Берем
1 желток куриный. Добавляем 2 столовые ложки молока. Все это хорошо перемешаем. В середине пирога делаю отверстие, чтобы выходил пар и пирог в процессе запекания не порвало кверху. Берем кисточку и смазываем сверху пирог полученной смесью молочно-желтковой. Все хорошо везде смазываем. Данная намазка нам придаст очень красивый потом в процессе приготовления пирогу вид, цвет, ну и конечно же вкус и колер. Пока мы все это готовили, духовка у нас разогрелась до 200 градусов. Ставим пирог минут на 20. Потом убавлю температуру в духовом шкафу до 150 градусов. И уже при такой температуре будем еще 20 минут выпекать пирог. Ну и все, отправляем пирог в духовой шкаф. Вот такой вот, друзья, получился пирог. Поджарился, подпекся. Сейчас будем пробовать. Вот такой вот пирог. Смотрите, если вы подаете его на стол, на семью, который съест его за один присест, то вот так вот ножичком аккуратно открываем верхнюю крышку, снимаем ее и кушаем то, что находится у нас внутри. Вот так как я сейчас пробую пока для вас, поэтому я отрежу себе кусочек. В сторону. И вот такой вот у нас, друзья, получился пирог. Срезаем верхнюю корочку. Мы ее будем использовать как хлеб. Открываем. Вуаля! Смотрите, какая красота у нас здесь получилась. Все пропеклось. Так, это у нас половина оказалась с рисом. Ну что, попробуем рыбку. Друзья, вкуснятина. Соли в меру, перца в меру. Вообще все замечательно. Так, попробуем нижнюю часть пирога. Верхняя ясно, понятно, что приготовилась. Все отлично. А вкусно-то как. Лучок слегка похрустывает, но он уже сладенький такой, вкусный. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт, приготовьте, кушайте. Очень вкусный пирог, очень сочный, пышный, как вы видели. Не забывайте, что мы есть в Телеграме.
которая называется «Путешествие со вкусом». Ну а чтобы поддержать наш канал «Еда Урала», не забываем поставить палец кверху, подписаться на канал, кто не подписан, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить очередные наши выпуски. Также поддержкой моего канала будут ваши комментарии. Пишите комментарии, я их читаю, очень приятно. Ну и как обычно, приятного аппетита, друзья, и до новых встреч!